Общий расклад Таро. О чем вам важно знать сегодня, прямо сейчас. Приветствую всех, друзья. С вами на связи Таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня вас ждет онлайн-гадание на картах Таро на судьбу, на перемены в личной жизни, на события, которые ждут вас. Это потоковое чтение, которое может быть как саблиминал, который может настроить ваши частоты, ваши энергии на ближайшее будущее, на позитивные перемены в судьбе и на те события и ситуации, которые вы хотите подкорректировать. Так что настройтесь получить советы, подсказки, инсайты от высших сил, от вашей вселенной, от вашей нейровселенной, которая формирует слои вашего нового мира и новых вариантов вашей судьбы. Давайте посмотрим, о чем спешит сообщить вам ваша вселенная. Вот на что стоит обратить внимание. Но эти карты будут говорить о вашей ситуации в личной жизни, о моментах, на которых вы сейчас, возможно, остановились, возможно, наоборот, ускоряетесь. Ну и те моменты, которые действительно важны в вашей жизни. Это будет у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, давайте 7 моментов в вашей жизни посмотрим. Вы можете, конечно, на всех сконцентрировать внимание, но можно и выбирать варианты, в принципе. Хотя я бы рекомендовал вам прослушать это онлайн-гадание от начала до конца. Итак, друзья, ух ты, первая карта говорит о том, что вы сейчас накапливаете опыт, и все, что происходит в вашей жизни, делает вас сильнее. То есть вы, по сути, как бы в книгу своей судьбы собираете тот материал или тот опыт, который вам будет нужен. Поэтому, что бы ни происходило, хорошее или не очень хорошее в вашей жизни сейчас, это действительно ваш жизненный драгоценный опыт, который даст вам возможность в будущем быть мудрым. И, как водится, мудрому человеку, в отличие от умного, не попадать в те ситуации, из которых умный человек всегда найдет выход. Ну, вот такое. Хорошо. Дальше. Ну, и здесь Юпитер. Действительно, Юпитер – это самый главный бог, да, из частей тела которого сооружены, да, или созданы другие боги, другие богини в том числе. Многое зависит от вашей мужской энергии. Это для мужчин особенно, да, вот как послание идет. Но и женщина может быть головой Юпитера, да, и, ну, как бы карты подсказывают, что, возможно, вам стоит подумать хорошо, прежде чем как-то поступать с мужчиной. То есть для женщин ситуация, возможно, многое зависит от мужчины и от того, как вы поведете себя по отношению с мужчиной. То есть многое зависит от отношений. И этот опыт очень важен вам. Ну и есть трирема. То есть она как бы всегда о каком-то изменении в личной жизни, о путешествиях, о трансформациях. Трирема также может указывать на возможные не только перемены, но и подготовку к изменениям, движениям и путешествиям, каким-то важным деловым поездкам и даже поиску чего-то, к продажам. Поэтому здесь нужно понимать и думать, концентрировать свое внимание на том, куда направлены ваши главные цели и к чему вы стремитесь в конечном итоге. Есть аркан 13, и что-то должно внезапно закончиться. Возможно, будет достигнута цель, или вы придете к каким-то позициям в личной жизни, в отношениях. Но что-то внезапно должно прекратиться, остановиться и безвозвратно прекратить свое существование. Посмотрим, что карты скажут дальше. Также есть охотник. Охотник подтверждает то, что ваши цели после того, как что-то прекратится, может быть и поменяются, да, то есть может смениться ориентир
вектор вашего движения. То есть, если сейчас вы движетесь в каком-то определенном направлении, прилагая весь свой опыт и все силы, и даже высшие силы вас подталкивают к чему-то, то 13-й аркан это может остановить, и, возможно, вам придется фокусировать свое внимание на каких-то других целях, задачах и так далее. Посмотрим тоже, что карты скажут после. Дальше есть Кефара, здесь вдохновение и муза. Поэтому, знаете, в вашей жизни могут произойти такие события, что ваш вектор вашего внимания и приложения усилий сменится с материальных каких-то направлений или с бытовых, с жизненных каких-то, материальных, с низкочастотных, на что-то более духовное, может быть, ближе к искусству, более высокочастотное. То есть вы будете вдохновлены какой-то остановкой в вашей жизни. Мы смотрим это будущее, а это вот ближе к настоящему. Вот к настоящему вас подводит движение, которое все равно вас останавливает в чем-то. Но, тем не менее, эта остановка может привести к вдохновлению, но сменению целей и ориентиров. Так. Хорошо, и последняя карта. Либертин, смотрите. Вы идете, ситуация такая, вы идете путем жизненного опыта, где-то высшие силы вас ведут вас высшие силы к важной в вашей жизни остановке. Без этой остановки вы не можете посмотреть на свою цель и сменить точку зрения. И вот если то, что должно остановиться, остановится, и вы в этом моменте остановитесь, и вы посмотрите на жизнь другими глазами, это вас вдохновит и сделает свободным человеком. То есть вы освободитесь от чего-то, что, может быть, мешало вам видеть, слышать свою прежнюю реальность в состоянии свободы, и в состоянии вашего, возможно, максимального ресурсного состояния, где вы можете прилагать свои усилия на создание своей свободной реальности. Вот такая фабула вашей жизни. И давайте посмотрим, какой опыт вы сейчас получаете. Какой опыт вы сейчас получаете и то направление, в котором ваша реальность дает вам максимальную информацию для вашего опыта. Вы получаете, с одной стороны, вы получаете опыт в партнерских отношениях, а с другой стороны, вы получаете опыт где-то в юридических каких-то моментах, суды и документация. В третьей стороне, с третьей точки зрения, вы получаете справедливый опыт, но какой бы опыт вы ни получали, вы получаете такой опыт, где вы храните спокойствие, несмотря на те события, которые могут вас раздражать, мешать вам управлять ситуацией и дисбалансируют вас. То есть вы получаете опыт равновесного управления ситуацией, где ваш разум не отклоняется и не склоняется в какую-то крайность. То есть, по сути, вы получаете опыт хранить баланс в самой нестабильной ситуации. Вот так. Хорошо, Бог Юпитер. Бог Юпитер. Чего требуют от вас высшие силы? Именно требуют. Требования высших сил от вас. Знаете, с одной стороны, высшие силы требуют от вас затрат. То есть сил, денег, времени, ресурсов, красоты, здоровья, движения. Но, с другой стороны, они требуют от вас какой-то, роскоши. И высшие силы говорят, что ты, тебе желательно не отклоняться от какой-то такой то ли мечты, то ли какого-то роскошного, может быть, приобретения, покупки. То есть высшие силы требуют: плати много, будь богатым и будь в мире богатых людей. Вот такое идет. То есть стремись к роскоши. Окей.
Но почему? Высшие силы, они же высшие, да, то есть тебе нельзя быть бедным, да, нищим, то есть там нуждающимся. Ты должен прилагать свои усилия спокойно, идти, да, вот спокойствие рядышком, к тому, чтобы все было максимально роскошно, да, шикарно, вот к шику, да, тебя ведут высшие силы. Ну и давай посмотрим все-таки, к чему ведет ваш путь, да, вот куда вы плывете. Потому что у нас тут вот вы должны остановиться, вроде бы как вот прямо сейчас или в ближайшем будущем, и посмотреть на свое прошлое с другой точки зрения, учитывая свой опыт и навык спокойного пребывания или гармоничного, равновесного пребывания в своих мыслях, да, в своей реальности. Куда идете? А вот она, башня, смотрите, вы ведете к важному прекращению. То есть, ну, знаете как, от одного маяка к другому. Вот вы приплыли к этому маяку, и все. И дальше ваше дело закончено. То есть, смотрите, действительно, мои предположения, что что-то должно остановиться у вас, да, они оправданы. Но это остановка и прекращение все-таки это смена вектора движения. Давайте теперь смотрите, что именно должно остановиться. Что именно должно остановиться, разрушиться или полностью поменять свой внешний вид. То есть так, как оно выглядит, уже не может быть. Ну, башня и 13-й аркан, ну, по-другому оно никак здесь не ложится. Что именно? А зона вашего комфорта, друзья, 9 кубков. И знаете как? Смотри, с одной стороны, высшие силы требуют роскоши и комфорта. С другой стороны, вы плывете в такую точку, где будут разрушена прошлая зона комфорта. То есть карты тебе говорят, тебе нужно обратить внимание на ту зону комфорта, в которой ты сейчас находишься, и осознать. Осознание, здесь спокойное принятие осознания, это управление своим разумом, что у тебя достаточно в жизни опыта, чтобы выйти из этой зоны комфорта и начать создавать себе другую зону комфорта, но которая, может быть, не так будет крепко связана с материальной роскошью, но будет больше направлена на духовное какое-то, ну, на духовную роскошь тоже, потому что на кефаре не каждый смог бы играть, да, и, знаете, играть на струнах души своей или другого человека не каждый сможет, потому что, да, а высшие силы тебе подсказывают, что тебе туда, в ту сторону, где играют на струнах души. Может быть, да, вот ты, например, занимаешься чем-то материальным, а тебе в сторону духовного нужно смотреть. Там музыка, искусство, психология, эзотерика, гуманитарное направление. А у тебя более такое, ну, более математическое, да, точное что-то. Бухгалтерия, например, да, или торговля. Или, может быть, тебе как-то надо совмещать эти моменты. Ну, пока так. Тем не менее, если вы смотрите расклад на отношения, то, скорее всего, ваши отношения такими, как были раньше, они уже не будут. И на материальном или на фундаменте материального, если вы раньше строили отношения на фундаменте материального, в будущем строить вам будет тяжело. То есть духовное должно войти в ваш мир отношений и к себе с самим собой, и с близким вам человеком. Давайте посмотрим, куда будет направлен или на что будет направлен ваш взор, ваше внимание после того, как зона комфорта прежней жизни будет разрушена. Какие ваши ориентиры и цели? Но смотрите, ваши ориентиры и цели, они новые. Принесет вам их человек со стороны, скорее всего, это мужчина. Может быть, это и незнакомый мужчина, то есть вы его можете не знать. Если это женщина, то пусть будет женщиной. Но здесь все-таки охотник и паш именно жезлов. Я больше склоняюсь к тому, что все-таки это будет мужчина, который вам как бы подскажет что-то, даст какую-то информацию, вы ее обработаете и поймете, что да, возможно, это не так роскошно, как было, но это мне интересно. То есть, по сути, ваше внимание будет направлено на информацию, которая вам придет от нового мужчины или от мужчины, который позволит вам или
подскажет что-то, да, как смотреть на эту ситуацию, да, с другой стороны, и скажет, заинтересует вас прежде всего, да, то есть вам будет эта информация интересна. Хорошо. Какие чувства вы будете испытывать вот в ближайшем времени, да? Какие чувства вас будут наполнять, вдохновлять? Ух ты, король мечей. А король мечей – это структура, с одной стороны, но с другой стороны, это чувство защищенности и осознания. То есть, смотрите, что вас вдохновит и наполнит позитивными эмоциями. Ощущение защиты на материальном уровне, может быть и на духовном уровне, на магическом уровне, но и ощущение того, что вас понимает мужчина, особенно водолей, особенно весы, ну и может быть близнецы. Может ли это быть мужчина-скорпион? Да, особенно если вы женщина-воздух или женщина-земля. Хорошо, что вам будет в ближайшем будущем давать это чувство свободы? Что вас освобождает, от чего вы освобождаетесь? В таком стиле ваши чувства свободы. Но это не ближайшее будущее, вот эта карта. Это карта дальнего будущего. Но это уже как бы перспективное направление, в которое вы смотрите. Да, вот туда, дальнее будущее. Что вас освободит, может быть, или от чего освободитесь? Но это будет легко вам. Это сейчас вам тяжело потерять, да? Это действительно, это опять материальный мир, да, это паж пентаклей. Но смотрите, вас освободит первое, да, то есть способ заработка. Откуда вы деньги будете брать? То есть, например, там, где вы работаете, вы вряд ли будете работать. Там, где у вас бизнес, вряд ли это будет бизнес. Это будет бизнес и работа на другой земле. Не там, где вы сейчас. Вот вы сейчас вам сейчас классно, роскошно, это классно, да, но оно уже себя как будто бы изживает. Понимаете как? Если ви накопили опит, ви його, як кажуть, мусите реалізовувати, да, то есть должны реализовать. И если вы это не реализуете, вы все равно будете разрушать свой мир материальный, так или иначе. Так устроено, да, так работает. Поэтому ваша свобода, она в паже пентаклей. Это в чем-то новом, что придет вам в руки. То есть это новый способ заработка, новый способ бизнеса ведения, новые люди вокруг вас. Может быть, ваши дети что-то вам подскажут, да, новое. Информация от ваших детей. И это информация и материальный мир, который связан с новыми другими людьми, да. Ваши дети тут в том числе могут иметь место быть. И здесь сын может быть, а здесь может быть дочь. Потому что земля у нас, она всегда женская. Окей, хорошо, то есть свободу вам даст что-то новое. Новая работа, новый бизнес, новое место и новые люди. Даже вот, допустим, ваши новые клиенты, они тоже могут быть частью вашей свободы, к которой вы стремитесь. Окей, давайте посмотрим. Вот этот вот у вас есть опыт, и это королева мечей. Что успокоит вас благодаря тому опыту, который вы получаете прямо сейчас? Вас успокоит выживание. Вы сможете продолжить свою жизнь в условиях, когда кажется, что это невозможно. Вот вам будет казаться, что вокруг все плохо, вокруг все рушится. Прямо, да, вот эта карта, сами понимаете, какая, да. И, возможно, если вы болеете, вы начнете выздоравливать, да, то есть вот так. А если вокруг вас невыносимая ситуация, да, то вас успокоит то, что вы же живы, да, как у Карлоса Кастанеды. А если ты жив, значит, ты что? Двигаешься дальше, и все остальное не имеет никакого значения. То есть, по сути, в тот момент, когда произойдет этот 13-й аркан, и в вашей жизни произойдет осознание того, что так, как было раньше, уже не может, вы это спокойно воспримете и услышите этот расклад из прошлого. Почему? Потому что так работает. Все, что вы видите,
Все ложится на корку подсознания и потом используется. Если действительно вы в процессе саблиминала, да, или гадания, да, настраиваетесь на позитив. Если вы настраиваетесь на негатив, могут срабатывать негативные сценарии. Поэтому прямо сейчас ставьте на паузу, жмите пальчик вверх и пишите в комментарии. С момента 22:50 я настраиваюсь только на позитивные перемены в своей жизни для того, чтобы так сбылось. Да, вот так. Хорошо. Давайте посмотрим, в чем высшие силы дают вам возможность достичь максимальной роскоши и успеха. Максимальная роскошь и успех гарантирована высшими силами вам в том направлении, где вы сражаетесь за свою свободу, как говорится, не на жизнь. Слышите? Поэтому вы будете высшими силами вознаграждены новой жизнью. Но в старой жизни, скорее всего, вам придется оставить все. Все-таки, видите, карта чумы и карта 13, как будто бы и башня, да, как будто бы сметают все, что было. Возможно, вы это уже прожили, и сейчас вы находитесь где-то вот здесь, в этих картах. И у вас появляются новые люди, новые интересы, новые знакомства, новые алгоритмы. Король мечей, алгоритм. И понимание, да, как действовать дальше, как создавать, какие планы делать. Но это вам придется пережить. Если вы сейчас думаете, что все так статично и стабильно, то помните о том, что нету в судьбе ничего стабильного. Сам аркан 10, колесо фортуны, работает так, что сейчас белая полоса, а дальше будет черная, а за ней опять идет белая. Поэтому просто настроитесь на позитив, и тогда вы обязательно выплывете на 9 кубков свою. То есть вы, потеряв одну зону комфорта, обязательно создадите другую в новой реальности. Ну, так работает. Хорошо. Аркан башня. Что разрушается уже сейчас, но вы этого пока не замечаете, не осознаете, может быть, делаете вид, что не замечаете. Смотрите, башня, каждая из башен, каждый персонаж повернут спиной. Или делаете вид, что не замечаете. Давайте посмотрим, что уходит из вашей жизни. Ну вот он, праздник уходит, приходит и тяжелое что-то, да, испытание, поэтому разрушается, знаете как, тот формат счастья или тот формат радости, который был. И этот расклад, он очень похож на расклад 22.02.2022. Посмотрите, вбейте в Ютубе Алехандро Таро 22.02.2022. И там вот я делал вот на эти даты такой вот расклад, как трансформируется реальность. Это за 2 дня до событий, которые переворачивают мир, произошли. И там вы можете отследить свои моменты, если вы вернетесь в 22.02.2022. Тот, кто делает осознанные, как трансформативные практики, тот может откатить себя туда, да. Поэтому праздник в вашей жизни сейчас незримо заканчивается. И то понимание праздника, которое было раньше, в ближайшем будущем оно уже не будет. Хорошо. Что вам необходимо взять с собой в путь, в путешествие, в новую реальность? Возьмите с собой мечту, и вы никогда не ошибетесь. То есть и никогда не пожалеете. А что вы можете еще с собой взять в будущее, если вам нужно оставить все в прошлом? Если вам действительно ничего не принадлежит в этом мире, что тогда может быть самым ценным в вашей жизни? Допустим, кроме детей. Например, да, то есть если дети, да, тут они есть. Но все равно, даже если детей вы взять не можете, возьмите с собой мечту. Хорошо. Что вас заинтересует в ближайшем будущем? Ой, не ту карту. Не ту карту взял, но ничего. Да что ж такое, опять роскошь. Но смотрите, в жизни так бывает, да. Потерял все, мечту сохранил,
получил опять роскошь. Смотрите, эта карта и эта карта, они одинаковые. Ну, просто разные оракулы, да. То есть девятка пентаклей и эта карта, они... То есть вас заинтересует другая роскошь. Может быть и материальная, может быть духовная. Может быть она будет комбинацией материального и духовного. То есть, смотрите, в чем суть? Понимая и спокойно относясь к тому, что неизбежная потеря, оставив с собой в рюкзачке дурака одну мечту, вы получаете роскошь на выходе. Хорошо. О чем стоит задуматься тогда? Ну, это больше, вот знаете, как роскошь, да, вот заинтересует роскошь. Но что именно, да, вот что именно? Что конкретно? Триумф, успех. Знаете, вот такое ощущение, что вы как человек, да, либо по жизни птица Феникс, и вы знаете об этом, либо вам суждено узнать, что вы можете воспрять прямо из пепла, из башни. Поэтому что конкретно, что за роскошь и что за мечта? Вам нужно сохранить мечту, быть успешным и при этом успехе получить роскошный результат. Все. Любой он может быть у вас. И материальный, в принципе, но и духовно-энергетический. Хорошо. В чем вам поступит, в каком направлении вам поступит предложение и где, на каком поле вы будете чувствовать себя максимально свободными и максимально обеспеченными? Это будет что-то похожее на прошлое, но это сфера развлечений, представлений, кино, театр, искусство все-таки больше Колизей, да. И это поле, где вы уже создаете свои правила, по которым будут происходить эти развлечения и представления. Но вот так, по-другому здесь никак. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, что может вам помочь в самую сложную минуту, или кто может помочь в самую сложную минуту. Проверим вот эту карту чумы, да. Что может помочь, кто может помочь в самую сложную минуту, или на что надеяться, на кого рассчитывать, на себя. Инстинкты выживания, самосохранения, ваша мудрость, ваш опыт и спокойствие. Змея двигается медленно, но она двигается, и вам придется двигаться, не останавливаться и не возвращаться туда, откуда вы выползаете, уходите или переходите. Вас ждет какое-то сражение, испытание. Как вы его пройдете? Да, вот гладиатора, проверим эту карту. Как вы проживете это сражение? Ну, может, с мужчиной, может, с какой-то женщиной, может, с обстоятельствами эта карта, да? Вот есть у вас какая-то, предстоит вам борьба, как пройдет для вас? Ну, она может еще и продолжиться, но вы сможете отбиться, защититься и достойно пройдет. Вот так. Это достойная карта на самом деле. Давайте так. Она не о победе и не о проигрыше. Вы сможете отстоять свою позицию. Но она не последняя у вас. Ну, у вас же еще и башню надо прожить и двигаться дальше. Поэтому, да, это просто сражение, очередное сражение, и все. Но вы останетесь на своей позиции. Хорошо, а какой праздник вас ждет в ближайшем будущем? Вас ждет тот праздник, в котором вы сейчас очень-очень сомневаетесь. Знаете почему? Ну, потому что либо вы еще не прожили отсутствие праздника и отпускание старого праздника, либо просто еще не готовы, да, то есть, ну, или просто уже прожили, и так на все так кажется, что так все плохо, что какие могут быть теперь праздники? Будет праздник, вас ждет праздник, в котором вы больше всего сомневаетесь. Загадайте сейчас мечту. Давайте посмотрим, что скажут карты Таро о вашей мечте. Сбудется или нет, и вообще какие нюансы могут быть
Что скажут высшие силы? Она может случиться, свершиться, но вам нужно не отпускать свой посох. Вам нужно быть всегда властелином своей энергии и управлять своими энергетическими жизненными потоками. То есть ваша мечта полностью зависит от вашего здоровья. А здоровье ваше и мечта ваша вместе зависят от вашего намерения идти к своей новой роскоши, своей новой роскошной цели. Поэтому да, она осуществима. Мужские энергии здесь могут помогать вам. Ваше движение на юг может вам помочь. А также могут помочь власти и люди, которые имеют отношение к власти и к бизнесу. Особенно у вас получится в направлении бизнеса. И мужская энергия вам в помощь. Может быть, какой-то помощник мужчина будет на вашем пути. Окей. Мечту посмотрели. А все-таки, как будет выглядеть ваша роскошь? В чем она будет проявляться в материальном мире для вас? Ваша роскошь будет проявляться как ваша достигнутая мечта. Ваша роскошь будет проявляться как очень красивая женщина, красота женщины, здоровье и четкое понимание, что теперь отныне ваш мир очистился или очищен от всей прежней роскоши, которая, возможно, не являлась для вас истинной ценностью. Прекрасную карту. Триумф и успех. В чем именно вас ждет? Еще смотрим, да, видите, тут все по успеху идет дальше. Ой, триумф и успех вас ждет в пятерке кубков, а пятерка кубков — это вы никогда не будете вспоминать все плохое, что вас держало. То есть вы отпустите обиды, разочарование, чувство вины вас не будет догонять никогда. Ну, не никогда не будет догонять, если вы к нему не вернетесь. То есть, но по сути, вы успешно пройдете свою трансформацию, и прошлое для вас будет восприниматься спокойно, как прошлый ваш жизненный опыт. То есть, все плохое будет у вас в резерве и будет работать теперь для вас, и вы сможете просто использовать этот опыт для того, чтобы создавать новый сценарий своего нового шоу. Как будет выглядеть и как будет называться ваше новое шоу под названием «Жизнь», да? Ну, не под названием, а в концепции жизни, да? А новое шоу в вашей новой жизни будет называться «Любовь». Любовь, она обуславливается не только свободой, но и шансом, да, закрутить, свободный шанс закрутить новые отношения. Но и не только новые отношения. Это новый путь и новая дорога, где вы сделали свой правильный выбор. В чем заключается ваш правильный выбор? Не побояться разрушить, видите, Колизей-то разрушен, и башня, свое старое представление о роскоши, о вас в новом мире и свое представление о возможном новом мире, который может быть наполнен новой роскошью, которая имеет совершенно новый вид и новые смыслы. Пусть ваш новый путь, подобный звезде, будет наполнен новыми смыслами, которые вы будете осознавать, понимать, используя свой прошлый опыт. И пусть на вашем пути всегда светит яркая звезда, полная чистоты, красоты і осознання того, що ви йдете в правильному направленні. Побачимось, почуємось. Все буде добре.